Ребята, всем привет! Продолжаю делать самодельные микро-турбореактивные двигатели. Кстати, в реальности они смотрятся гораздо меньше, чем на видео. У меня руки маленькие, и в моих руках они смотрятся как не такие уж и маленькие. Я уже несколько раз своим друзьям показывал в реальности, и они просто в шоке, насколько они маленькие. Продолжаю делать камеры сгорания. Уже что-то вырисовывается. Сделал еще одно колечко узенькое методом штамповки. Приварил его на основной корпус. И уже даже 10 отверстий под испарительные трубки просверлил. Теперь нужно определиться с диаметром испарительных трубок. Потому что это очень важно. Ведь вместе с топливом по ним еще и проходит воздух. Все это дело смешивается и должно вот здесь, вот в этой точке внутри, загораться. То есть это как хорошо работающая зажигалка будет, либо как плохо работающая и все время тухнущая зажигалка. Смесь воздуха и топлива именно вот в этом месте на выходе должна быть очень хорошая и правильная. Ну а в дальнейшем здесь все будет автоматически регулироваться. Давление поднимается, больше воздуха, ну и соответственно больше топлива. В общем, так оно как-то примерно и работает. В конце концов я соединю с сопловым аппаратом все вместе, вот так. И это получится единая цельная деталь с камерой сгорания, да и еще, скорее всего, здесь расположится топливный коллектор, по которому мы пустим топливо. Уже кое-что я приварил, вот это кольцо и вот это выпуклое донышко кольцо я тоже сварил в одну конструкцию. Там получилось не очень, поэтому пришлось зачистить, да и чтобы лучше туда воздух внутрь проникал, так сказать. Ох, очень-очень много времени приходится на это тратить. Ну что же делать? Велико желание запустить все три двигателя. В этой коробке собрал всю оснастку, которую изготовил при производстве двигателей. Видите, пару штампов, пару осек за одну установку сделанных, на которых протачивались подшипники и туннели двигателя. Также кольца разрезные, чтобы зажимать тонкостенные детали разных диаметров, разных размеров. В общем, требуется еще некоторое количество оснастки при производстве таких вещей. Сейчас мне придется взяться опять за чертежи. Трубочек уже насобиралось большое количество самых разных диаметров. А вот расчета, какие мне нужно ставить, нету. В качестве форсунок буду использовать вообще тоненькие трубки. Тут есть трубопроводы с диаметром 0,3 мм. Их, наверное, и буду использовать. Правда, если они забьются, что делать, непонятно. Итак, опять мы возьмем пачку с чертежами. Значит, стратегия здесь такая же, как и всегда. Будем отталкиваться от площади вот этого сечения. Посмотрю отношение площадей входного отверстия с площадью всех трубопроводов, испарительных трубок. И, соответственно, то же самое сделаю на своем двигателе. Думаю, это правильная стратегия. Подошли трубочки с внутренним диаметром 2,5 мм. Нужно сделать 10 кусочков, это будут испарительные трубки. Но проблема в том, что они толстостенные. У них 1,5 мм толщина стенки. Нужно снимать. Снимать буду на токарном. Оставлю в конце бабышечку, чтобы легче было приваривать. Все складывается просто замечательно. Единственная проблема, что я не могу просто так зажать эту трубку в токарном. Слишком малый диаметр. У меня патрончик не зажимает, потому что уже расточенный несколько раз. Значит, воспользуюсь цанговым патроном. Подберем подходящую цангу. Нужна на 5 мм. Цанговый патрон ER11. Ну вот так. Все подходит. И с подпиранием задней бабки буду обтачивать. Таким вот простейшим способом можно решить эту проблему. Цанговый патрон сквозной, можно выдвигать сколько хочешь и обтачивать. И в таком положении протачиваем. Чувствую, что убью я целый день на проточку этих тоненьких трубочек. Занижаю диаметр до 3,5 мм. Чтобы толщина стенки была 0,5 мм. Удалось немножечко конвейеризировать этот процесс.
И дело довольно-таки быстро пошло. Делаю за 3 прохода, 2 больших, 1 маленький. Резец самодельный с пластинами по алюминию. С теми самыми. Я их везде уже использую. Как видите, отлично режут. Делаю уже 10-ю трубку, даже не затупился. Ну, хотя я его перетачивал по-своему. Но рабочая кромка у него родная. Я лишь заострил вершину круглую. И вот хорошо идет процесс. Немножечко подпшикиваю периодически. Центр остановился, потому что я его сильно не прижимаю. Стенка очень тонкая, если сильно прижимать, то развальцовывает. Он все равно функцию свою уже сделал на силовых проходах. Осталось доработать начисто. И отрезанту. Получилась вот такая трубочка. Очень тоненькая. Очень маленькая. Все трубочки, кроме одной, на своих местах. Расшарошиваю отверстие конусным сверлом. Подгоняю, чтобы плотно вставлялось. Вот так за несколько заходов подрасчитываю. И вуаля! Готовы все испарительные трубки. Теперь нужно прихватить тик, сварочка их, и можно заваривать камеру сгорания. Вот такой вид она теперь имеет. Получается, одна камера сгорания состоит из 14 деталей. А если еще посчитать топливную систему, то больше 20. Вот так-то. Обварил. Благодаря тому, что сделал трубки как грибок, было очень легко обваривать. Внутри я их расположил несимметрично, то есть вот здесь есть некоторое смещение относительно рядов отверстий. То есть оно не прям посередине, а с небольшим смещением. Мне показалось, что так будет лучше. То есть меньше каких-то застойных зон должно образовываться, лучше будет завихряться. Так, ребята, мы подходим к финальной стадии сборки камеры сгорания. Нужно вварить лишь вот эту вот штуковину. Все уже подогнано, все уже сделано. Пришлось мне ее на токарном станке немножко прессануть, вот сюда выдвинуть, потому что она была слишком утопленная. Ну а теперь мы поступим следующим образом. Возьмем сопловой аппарат, отцентруем. И заварим. Все получилось очень хорошо. Прихватил на 8 точках всего-навсего. Вот, ну там больше особо и не надо. Это я уже из практики выяснил. Сопловой аппаратик вот так вставляется. Камера сгорания готова. Это нам говорит о том, что можно приступать к топливному коллектору. И тут я попал. Трубки настолько тонкие и настолько мало места, что я что-то ума не приложу, как мне это сделать. Вот пока взялся за такую технологию, использование длинных трубок, а потом в конце соединю их в общий трубопровод. Но так трубопроводы получаются неравнодлинные и могут быть проблемы. Где-то больше может быть топлива, где-то меньше. Прочищаю трубки сверлом 0,3 мм. Не знаю, видно ли вам там отверстия, но они там есть. Вставляю в испарительную трубку. И все, у нас готовая форсунка практически. Нужно лишь объединить в общий коллектор. Все 10 трубок соединяются в одну в этом месте. Центральную решил переделать, пустить ее буквой Г, чтобы она была подлиннее, потому что она самая короткая. В то время как даже вот эти крайние, они уже имеют дополнительную длину. И в общем-то не намного они короче, чем дальние. Там буквально на пару сантиметров. И в общем целом все должно быть нормально. Здесь заходят
Все трубочки отлично. Решил серебром не паять, ребята, вот в этом месте, а припаять обычным оловом. По трубкам будет течь топливо и хорошо охлаждать. В связи с этим расплавиться ничего не должно. Если я буду паять серебром, я скорее всего прожгу эти трубки, либо серебро затечет, позакупорит их. У меня уже такое было. То есть здесь нереально трудно это сделать серебром. Камера сгорания, вот эта, будет экспериментальная. Над остальными двумя камерами я остановил работы все. То есть теперь будем по факту делать. Как заработает, так и сделаю остальные камеры сгорания по образу и подобию. Вдруг вот эта технология неудачная с капиллярными трубками. Вдруг надо делать, как обычно, коллектор и коротенькие трубочки. Почему я так сразу не делаю? Потому что сделать очень сложно. Коллектор должен быть в этой области. Ну а как потом приваривать вот здесь все? То есть непонятно. Поэтому решил по такой технологии сделать. Такая технология тоже имеет право на жизнь. Сейчас выточу из какого-либо теплопроводящего материала штуцер, который насквозь будет выходить для запитки топливом. И попытаюсь его впаять. Подадим немножко газку и проверим, все ли испарительные трубки работают. Так-то вроде бы газ идет, это уже хорошо. Газ уже пошел. Оп. Да уж, непонятно. Вообще непонятно, все ли испарительные трубочки работают. Значит, надо подавать просто жидкость и смотреть. Без поджиганий. Вроде бы газ капает везде. Так, все, выключаемся. Трубки видно, что заледенели. Значит, проход везде остался. Продолжаем собирать мотор. Уверен, что у многих возникнут большие сомнения по поводу пайки оловом. Вообще-то в теории все должно быть нормально. Потому что сюда будет поступать жидкое либо газообразное топливо и будет охлаждать эту область. Весь нагрев будет происходить вон там. Ну, конечно, если упустить этот момент и при выключении не прогреть, вполне возможно, что может расплавиться. Но ни разу еще такого не было, чтобы штуцера были очень горячие. Вот эти. То есть я всегда пластмассовые трубочки на них насаживаю, и никогда никаких проблем не было. Отсюда у меня и надежда, что все будет хорошо. Но запаивать серебром, еще раз повторяюсь, это огромный риск. Я уже пробовал, и трубочки очень быстро в труху превращаются. О, да. Короче, не выдержали мы, ребят, и уже решили стартовать. Это самый наипервейший запуск. Руки трусятся аж. Так, что нам делать? Включать электричество и раскручивать. Что-то ей не хватает, ребят, блин. Да что ж делать, а? Неожиданно, не правда ли, ребята? Мне и самому уже жуть как надоело. Все только делать.
Вот тут маломальски топливная система собралась, и мы уже стартуем. Сейчас попробуем на керосе стартануть, и я вам все подробненько расскажу. Что это было, как так спонтанно все получилось. Но пока движочек не работает, как вы могли заметить. Есть у него желание работать, но что-то не хватает. Потихонечку останавливается и начинает краснеть турбина. Приходится прерывать процесс. Система запуска у нас через искру. Олег сейчас подогревает баллон с пропаном. И будем пробовать на керосине. Керосин будем подавать шприцом прямо туда. То есть будет газ идти и будем добавлять керосина. Потому что насосов таких супер маленьких нету. Искрой от модуля зажигается очень хорошо. Подключай. Сейчас я шприцик воткну туда. Угу. Так, его же главное не... А, знаешь как? Блин, я даже не знаю как. Я поддержу. Поддержишь? Да. Сейчас я гляну. Ага, идет. Все. Тут же главное, видишь, не проткнуть с другой стороны, иначе вот у нас так фиаско будет. Я беру. Эту я выдерну потом. Да. Открою. Так, ты открыл уже? Нет? Нет? Открывай. Все, а я... Ой. И чё? Чё это такое? Глянь, начало надувать его. Газ. Надо сопротивляться еще. Как-то. Ну, давай, одной рукой я буду открывать. Давай. Давай я эту подержу, а ты дай керосин. Давай. А, это не туда дали. На, держи, я попробую. Фу, ребята, ну вот так, не выдержали мы все-таки. Как и обещал, рассказываю, из чего состоит испытательный стенд. Баллончик с газом. Также у меня есть модуль, который дорабатывает мощную искру. Поджигает очень хорошо. Если честно, мы уже пробовали вот сюда вставлять свечу, но я промахнулся, не там сделал отверстие. Оно попало на трубопровод, на испарительную трубку. И, ну, короче, как мы не пробовали, оно не зажигается. Сзади, если подносить горелку, как я раньше всегда делал, оно тоже не зажигается. Из-за того, что очень маленькие там отверстия между лопатками турбины. Не проникает внутрь огонь, никак не проникает. Ну, а так зажигается просто великолепно искрой. И сейчас будем стартовать третий раз. На этот раз опять будем пробовать вот туда керосины со шприца подавать. Надеюсь, все получится. Получится подразмаслать его немножечко. Сейчас будет третье испытание. Так, а ты сможешь открыть? Да, думаю, смогу. А я контролирую тогда керосин, а я буду держать, дуть и открывать. Потом выдерну и буду давить. Да. Так, тут надо еще понять, оно здесь у нас не сгорело. У нас уже один модуль сгорел. Вот этот вот искровой. Не, Нет, этот нормалек. Так, ну тогда я просто... Так, ты прям в трубку его, да? Да. Дальше.
Почему-то при первых стартах оно никогда не хочет работать, ребята. Но уже признаки жизни подает. Чуть не спалили турбинку, видели? Раскалилась до светло-желтого цвета. Подаю керосин, особо ничего криминального не происходит. Не хочет раскручиваться, хоть тресни. Как-то одинаково, как на газу, так и на керосине. Что-то не то с турбинами, что-то не то с камерой сгорания. Надо разбирать и модернизировать. Рассмотрим турбинку повнимательнее. Вот что с ней произошло после раскаления. Ну, вроде бы целая. Еще, ребята, скажу вам по секрету, что мы запускали без смазки. То есть подшипники мы не смазывали. Может быть, если бы они смазывались, было бы меньше сопротивления качению. И она бы таки раскрутилась. Потом еще какой здесь есть косяк. Здесь есть вот раз дырочка, через которую мы теряем воздух от компрессора. Я просто винтик не закрутил. И вот эта огромная дыра. Через нее тоже приличные потери идут. Не на улицу, не сюда, а именно в камеру сгорания поступает, потому что эту дыру я делал для свечки. Вот маленькая свечка от RC машинки. Хотел ее туда вкрутить. Но как-то в попыхах с местом не рассчитал. И отверстие попало на испарительную трубку. Хорошо, я ее не пересверлил, там не вырвало ее и прочее, прочее, прочее. В следующем видеоролике буду разбирать. Я заказал подшипники чисто керамические, абсолютно полностью. Их можно без смазки использовать. Может быть, и их попробую. То есть у меня есть такая идея фикс. Сделать, чтобы можно было просто на газу запускать без всякой смазки. Короче говоря, как-то так. Все спонтанно получилось. Надеюсь, вам этот видос понравился. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Теперь видосики пойдут более интересные. Потому что керосином уже провоняло всю мастерскую.